на сервере, допустим, на работе 2 катаешь, когда мало кто по-любому подвигает. Сейчас, дружище, погоди. Бля, у меня еще и двигатель не, блядь, глохнет нахуй. Да, возник, что все не выкинули. Вот не знаю, я админу написал, типа, чё, говорю, стою в Праге, блядь, а где договаривались, и никого нету. Вот хер на чё сейчас ответит. Да если никого не будет, мы уже даем прокатиться прям друг взять недалеко. Если есть такое желание. А если нет, то я потом уже Давай. Будет настроить сервер. Давай прокатимся, чё. Я тоже какой сейчас груз возьмем вот какой-нибудь. Когда поехали за грузом, наверное, походу никого не будет. Или подождем еще. Да, мне кажется, сейчас смысл ждать. Что тут сейчас ждать-то? У моря погоды, если никого нету, навряд ли будет. Либо они уехали уже. Ну, погнали. Давай, поехали, да. Агентство брать будем, да, груз? Чего? Я говорю, груз будем общий брать с агентства же, или там глобус не нарисованный, будем оттуда брать. Ну, не знаю, как лучше. Давай, как сделаешь, так и я сделаю. Ну все, давай тогда возьму сейчас. Ты с агентства, да, или будешь, как? Что, у тебя есть этот груз скорости передач? Чего? Повтори. Груз есть у тебя было короткий передач, называется груз.
Бля, вообще, я вообще не понимаю. Ну. А ты это, какой груз взял? С агентства, да? Не понял, повтори. Ты груз взял с агентства? Да, я с агентства взял. Блядь, а что мне вообще не выдает нихуя? А, вот. Так. Тебе в это, в Познань ехать, да? Не понял, повтори. Ты до Познань едешь? Мне сейчас скажу отсюда. Пункт назначения Дижон. Токис. А груз называется короткий передач. 14 тонн. А, шина. Погоди. Прага. Дрезден. А тут нету ничего, да? Что, нет такого груза, да, у тебя? Нет, такого нет у меня груза. Так, ты до куда еще раз едешь? Я еду пункт назначения Дижон. Фирма Стокис. Груз коротких передач. 14 тонн. Дизель, да? Щецин. Давай, если такого нету, то тогда в Глобусе возьмем. Там можно парни брать вроде бы. Давай. Сейчас тогда этот груз сброшу. Ой, блядь.
Груз сэндвич панели 12 тонн. Таллин. Пункт назначения Таллин. Сетсон. Дрезден, блядь. Таллин. У меня выдает только в Щецин груз вести, только пункт назначения, ну, концовка Щецин. Почему так? А у тебя как груз называется? Груз? Ща. Щецин. Найди груз сэндвич панели 12 тонн. Пункт назначения Таллин. М. С. Аж что ли туда? Что такое? Блять. Мне выдает всего 2 груза, вот пустые палеты. Сейчас я туда от этого так откажусь и зайду, посмотрите пустые палеты. Если есть, то возьму тоже. Окей. Обычный заказ. Ой, что там? Беларусь Транс. Ну что, я что там? Там 22 тонны. У меня такого вообще нету, блин, в этом глобусе. Вот, а у меня нет того, что ты берешь. У меня всего выдает всего 2 рейса, там две шаланды, вот. Дрезден и вот этот. Щелцин.
Может, другое агентство найдем? В другом месте? Тут вроде бы есть неподалеку, вроде еще какой-то. Ну давай тогда кого-то найдем. А то ты берешь такой заказ, да, а я не могу его брать, у меня его не выдает. Так. Давай я сделаю за того кого-то. Так, сейчас. Где у нас? Надо найти-то его, блядь. Она вообще есть тут? Блядь, а вообще тут есть какие-то агентства? Что-то я тут нихуя не вижу больше агентства. Походу здесь... Сейчас есть, попробуй. Где есть? В обратную сторону надо ехать. И там в этом агентстве, где мы были, там есть другое агентство. Мы красили его просто. Так, здесь мы были уже. А, все вижу, влево, да, там, слева. Да. Ага, все, понял. Просто у меня карта по-другому была развернута на GPS, то бишь я не вижу ее. Сейчас увидел. Где ты? Ничего есть у тебя напитки, нет? Напитки 21 тонна? Блядь. Напитки 21 тонна, да, в Грац? Ну как раз повторяем, не слышал. А, в Грац. А, напитки в Дрезден, да? В Дрезден.
Напитки 21 тонна в Дрезден, да, что ли, вот эти? Нет, он не в Дрездене идет, он в Финляндии вообще, пункт назначения Котка. И там на 23 тонны. Пиздец. Опять я не попал, блядь. Йогурты, блядь. Блядь, у меня тоже опять нет такого же груза, блядь. Как про который говоришь, у меня там 3 выдает их. Ну сейчас я гляну в Дрезден, посмотрю. В Грац. А Прага, Грац, сливы есть у тебя там такое? Мистер Марк, привет. Ну чё там он? Ну что там у тебя хорошего? Мне, короче, до Франции есть яблоки, там 20 тонн. Докуда? До Граца? Франция. А, Франция, блядь. Тут у меня вроде нет таких шапок, посмотрю, Франция. Ой, блядь. У меня только Вена, Дрезден и Грац.
До Вены есть что-нибудь? Либо Грац, либо Дрезден. Потому что я понять не могу, почему у тебя, может из-за уровня зависит. У меня уровень маленький, у меня 16 что ли 17 уровень всего. И он не выдает мне такие грузы, которые как у тебя. Здорово, Саня, здорово, я читал смс-ки твои. Не, я не буду сейчас, я пока... Ты узнаешь самый первый, когда я буду играть, если в этот... В PUBG, либо в Free Fire. Говори, поиграем в PUBG. Вот ты узнаешь. Что, ты взял до Дрездена? До Дрездена есть, да. Ну вот поехал в один город, просто на фирмы разные будут. У меня там ячмень я повезу. Все, давай, отберу тогда до Дрездена груз. Ёбаный, а что это, блядь, это что ехать-то хуета, блядь. Так, пятика. В свой груз уебался, на. Саня, батя приехал? Ну чё? Поехали. Мы поедем, мы помчимся на оленях, утром ранним мы ворвемся, мы с тобой прямо в снежную тайгу. У меня еще до кучи стрим идет, я же еще стримлю, короче, эти машины тебя. Понятно. Что для подписчиков? Ты мне сейчас скинь ссылочку. А у меня, я только новичок, можно сказать. Я недавно только это все начал. Вот. Так, ссылочку где скинуть можно? А ВКонтакте меня найди, Дмитрий Антонов. Окей, хорошо, сейчас. Ну, там если профиль закрытый, то в Стиме скинь Димас 86. Так, еще раз, как Антонов, Дмитрий Антонов? Да. Ну там просто, наверное, закрыто будет ВКонтакте, я сейчас его не смогу открыть, потому что еду. Ты лучше в Стиме, там, Димас 86. Ты не сможешь, да, в Стиме посмотреть?
Сейчас, попробую. Блять. Сука. Дмитрий Антонов. Какой, блядь, штраф, нахуй, у меня денег нету, нахуй. Так, а откуда ты? Москва или откуда? Тюменская область, там так подписано. Город, нету города, я не указал. Моего города там почему-то нету в стиме. Я вообще с Сургута. Так. Там картинка такой, мужичок сидит. Ну, старый, простая аватарка. На чем сидит? Там аватарка такая мультяшная будет. Там маленькими буквами написано по-английски ДИМАЗ 8-86. Дмитрий Антонов. Ну что, не нашел? Номер в группе скинь, где там это вот конвой, где они хотели организовать. Туда. Я туда зайду и подпишусь на твой канал, посмотрю потом. А, ты в той группе тоже есть, да, сейчас? Получается? Да, я тоже там есть. Я это объявление-то и увидел там. По маршруту, блядь, да похуй по маршруту, блядь. Так, тебе где это умеешь тест найти, ебаный? Давай туда кидай, я сейчас зашел. Да, ща. Сейчас я с телефона буду смотреть стрим.
Блядь, Дмитрий Антонов есть вообще такой? Дмитрий Антонов. Ну чё, я там под этим, под расписанием скинул, написал привет, там, посмотри, найди. А в группе я нашел, вот Дмитрий Антонов, там женой ты стоишь, да? Какая-то аватарка стоит сейчас. Да, но я тебя добавил в друзья ВКонтакте. Санкт-Петербург. Виктор. Да. Сейчас я тебе ссылочку скину. Что за х, блядь? Диспетчер задач, да? Группы. А, так что группы, блядь? Копировать. Блядь, что двигатель ебаный, блядь. Эй, блядь. Ну я тебе на группу свою скинул ссылку, там будет ссылки справа в ссылках, это ссылки на YouTube, на Twitch. Все, я понял, я уже видел. Ага, хорошо. Сейчас потом приеду, я зайду конкретно уже через комп подпишусь. Я вот вижу, у тебя руль что ли есть, да? Да, на 23-е подарили. И микрофон подарили, и руль подарили. Ну погнали. Все, поехали. Блять, однерочка-то, блядь. Бля, у меня еще двигатель глохнет, это пиздец. У меня сколько тут, где тут? 22 ущерба, блядь, процент, это печально. Ну ладно. Доедем, думаю. А, подожди, я подзаправлю сейчас. Я сейчас чуть-чуть заправлюсь, но у меня бензину почти 0. Все, погнали. Сейчас. Понятно. Реклама, блядь. А, фак. Все съехало, блядь. Мышка ебаная. О, все. Че, минус 4 косаря, блядь. Пиздец, ну. А у меня за место руля джойстик, поворот на оси вправо и влево.
Ого, нихера как. Я вообще, знаешь, как раньше играл? Я играл мышкой, поворачивал обычной вот этой, бля, компьютерной, блядь. У меня вместо руля была мышка. Нет, а у меня БКС сохранился штурвал, поэтому вправо-влево там, короче, поворачивает. Это тоже удобно, нормально. Понятно. Короче, кто гораздо на чем играть, да? Да. А у меня знакомый, он вообще на клавиатуре играет. Я говорю, как, блядь, я поначалу тоже первый раз, когда скачал, еще я не помню, в 2014 году, что ли, в 2015 первый раз это, пиратку, блядь. И на клавиатуре, блядь, такой жесть играть, это вообще, блядь. Потом мышкой что-то придрочился. А вот сейчас руль подарили, вот на руле сейчас. Коробка есть, да? Ага, и две педали. Тормоз и газ. Прикольно. Вот видишь, ты поворачиваешь, а мне прямо. Фирмы разные, короче. Так, давай, сейчас я груз скину быстренько и за тобой. Ну давай, может, сейчас возьмем, чтобы путь его в одну фирму. Блядь, чуть не вписался, блядь. Ебаный индус, нахуй. Ну и хули ты. Ой, блядь. Не, с рулем вообще зачетно играть надо. Ну да, если руля нет у тебя, то раз он как Дмитрий на джойстике. Надо это поближе клавиатуру сюда. Все, да? Так, у вас с орбиты не потерять. Так. Блять, проснулся сразу же, блять, загрузил нахуй. И хававши нихуя. Ой, блядь, сейчас без всяких уебонов, короче, мы сейчас подтвердить. 2500, ну нормально. Так, что у нас там где? Так, ты далеко уехал? Да нет, тут рядом я. А, вот, что-то... А, все, вижу, сейчас приеду. Пошли нахуй, я на желтый проехал, я успел, блядь. Сука, мутики, блядь. Так, где вот он? А, вот с той стороны, что ли? Так, это у нас кто?
Так, ну что здесь мы берем? Вот у меня кленовый сироп, уксус, блядь, и безалкогольное пиво, блядь. Что и последняя сигарета? Заебись. Блядь. Чем мы себя можем через YouTube? Ну что такое, есть для друга. Так что берем, какой груз? Куда? У меня там 3 груза показывает. Блядь, надо сюда так делать, нахуй. Купить подставку для машинную для телефонов, нахуй, сюда уебать. Чтоб стрельцов видеть, нахуй. Не, ну так загораживать будет хуёво, да. И вот сюда в бок. Да, да. А что прямо стячить, нахуй. Ну, блядь, ебали меня, ебони выспали, заспавшиеся, блядь. Так, что у нас тут? Есть-то 16, это куда у нас? Йоу, Австрия, да? У тебя в Klagenfurt есть груз? Ну-ка повтори еще грузы, какие там у тебя есть? Сейчас скажу. Так. Так, Klagenfurt, Линц и Лейпциг. Давай ты назови, какой у тебя груз, я поищу его. Так. Или в агентстве после, или в этом глобусе. Я еще не заказываю.
Блядь, ну тут маленький заказ. Тюки, соломы какие-то, блядь. Хуёво это заказывать. Сейчас. Так, что у нас? Klagenfurt есть? У тебя этот Klagenfurt есть? Klagenfurt? Да. Или Линц. Klagenfurt, Линц. Короче, мне реально с грузов общий. Это в глобусе, да? Ну, я в глобусе что-то вот продиктовал, в агентстве у меня там 3 груза всего. А докуда там у тебя тут грузы? Сейчас в агентстве скажу докуда. Вот это вот слушай, который ты назвал? Так. Чего? Еще раз? Повтори. Ну что, есть все-таки, ниже? Какие? Еще раз повтори, пожалуйста. Сейчас я зайду, там будет вам... Давай, Илюха. Удачно тебе каток, танков, побольше фрагов, дамага. Там Рига и на Анталии бойная кислота есть такое? 2 груза хотя бы, или... О, боже. А докуда?
Называется доставка там борная кислота 16 тонн. И подписано место назначения на Анталия. Так и называется на Н. На 2А Анталия. Нет, нет, такого нет у меня. А у тебя в профиле там все грузы разрешения открытые в профиле? Слушай, я не знаю, я как недавно начал это все играть, так я как бы не очень шарю тут это. Там потому что в профиле есть опасные грузы, дальние грузы. У меня это все прокачано полностью. Нет, это у меня не прокачано ничего. У меня только верхняя самая, вот эта горючая или что там. Ну поехали горючку искать, может там у тебя подберется. Потому что у меня тоже все прокачано. Если у тебя горючка прокачана, мы горючку попробуем взять. Так, это куда-то поедем, да, за горючкой? Кваксу. Уши. Ну, бывает такое. Просто человек рация такая. Орет сильно. Ой, блядь. Я сам глохнул. Вообще не прокачано. Ой, блядь. Так. Ну-ка, поехали в радиоагентство, съездим куда-нибудь, посмотрим. Поехали. Давай посмотри, какие-то грузы есть, я потом попробую взять, если у меня будет этот груз. Хорошо, хорошо. Здорово, Алексей. Так, что у нас? Короче, цистерна 11 тонн, да? Цистерна 11 тонн. Цистерна там есть 11 тонн. Дайсбург вроде бы. Ты где в глобусе взял? Ну вот в этом, в самом верхнем, в первом. Вот который идет, вот это агентство. Где пара нарисована? Чего нарисовано? Да, кара. Да, где погрузчик, это кара нарисована. Че, Алексей, как дела? Вот у него все грузы прокачаны, он берет, у него дофига. У меня, блядь,
Ни хера не прокачано, у меня нет таких грузов, у меня какие у него попадаются, как бы показывает. А просто профиль прокачает все эти грузы. Иди ты сюда. У тебя есть в сиде? Цистерна там 11 тонн она. Это в этом в глобусе. В самом последнем. А, в глобусе сейчас посмотрим. Цистерна не... Не, в глобусе у меня нет цистерн. У меня где кара, вот там цистерна есть. Но у меня где в глобусе там 4 этих есть груза. А какие? Ну-ка назови. Ща. Так, Берлин, Роттердам. Берлин, Роттердам есть, сейчас еще скажу. Грац и Щецин. Грац и Щецин. Берлин, Роттердам, Грац и Щецин. В Щецин у тебя низкое раннее полуприцепа, да? У меня есть в Щецин груз, это низкоранные перед полуприцепы. А, бля, уже нету. Заебись. Охуенно, блядь. Бери в Щецин, поедем покатать разные фирмы. А, хер уже нету, блядь. Уже не могу брать Щецин, он исчез у меня. А ты обновил заново? Он мне показывает Берлин, Роттердам и Грац. А Щецин я обновляю, он не обновляется. Все. Что за нахуй? Пиздец, как ебало валяли там. Проебали вспышку. А ну-ка посмотри, я скинул этот груз, он опять же прополяется, нет? Так, сейчас. Здесь еще есть Грац. Вот этот Щецин, да? Так, тут нету, да? Так.
Не хотит, не хотит. Не появляется. Берлин, Роттердам, Грац. Все, блядь. Обновить. Кузнец есть? Куда есть? Кузнец, вот такая упаковочная пленка. Там зеленый контейнер. В Грац? Мец. Берлин, Роттердам, Грац. Электроника, металл, кончер, пицца, Ой, блядь. Нету такого, блядь. Сука, что за нахуй-то, а? Может посмотреть сейчас, давай сейчас езжу, вот рядышком есть тоже какая-то контора. Сейчас там посмотрю, может там что есть такое. Давай посмотрим, что откуда будет одинаковые. Прага, блядь. Еще не лучше, блядь. И что там еще у нас? Это да. Так, короче, здесь вот что есть? Глагенфурт. Вот, потом Линц и Лейпциг. Ой, Лейпциг. Ну и Прага есть даже, да. У тебя Прага упаковочная пленка там, да?
Ща. Так, и еще раз. Ой, что я тут? Повтори. У тебя Прага там, в Праге доставка упаковочная пленка, у меня просто в Праге есть упаковочная пленка. Тюки соломы. Бери до Праги, у меня это, как его, солома, короче, тюки соломы, блядь. Бери пленку эту. До Праги. Да. Все, давай. Давай, я подожду, сейчас выйду пока. Все, выезжаю. Короче, надо, я понял, мне на профиль прокачивать, чтобы вот эти все грузы были видны, да? Да, у меня просто все прокачано, видишь, из-за этого у меня много грузов. И выбор есть какой-то, а у тебя не сильно прокачан. У меня вот первая графа вот эта идет, вот эти масло, вот это топливо, короче, она у меня прокачана полностью. У меня прокачаны хрупкие грузы, там, на дальние грузы. Ну, короче, у меня полностью все стабики прокачаны наглухо прям. Ясно. Надо будет заняться, блядь, да потихонечку прокачивать все. У меня, видишь, по Wi-Fi идет это, связка круглый второй. Ясно. У
А у тебя по кабелю, да, подключен интернет? Так. Чего интернет? У тебя по кабелю, да, подключен или тоже Wi-Fi у тебя? Не, у меня кабельный интернет, да. Ну вот из этого фильм такой маленький, 76 МС, а у меня 126 херачит, офига себе. А где ты пинг смотришь? Так, нажми. А, Нажал так? да. И вот там видишь, у меня 150 МС, это пинг есть. А, все понял. Ну да, что-то у тебя он прыгает вообще жестко. 117. У меня 78, а 117. Вот это Wi-Fi из этого, да. Видишь, здесь сервак поадекватный ты. Вау. А я здесь что вот сюда захожу, что здесь и народу поменьше, да, тут поадекватней, блядь, чем на Евро 2, блядь. Ну, на Евро 2 пока не сводишь, и на ремонт надо ехать быстрее. Меня там, блядь, так 2 раза подрезали вообще жестко, блядь. Я еду, никого не трогаю. Чувак едет, он начинает обгонять меня, блядь, и резко как в бок дал мне, блядь. У меня аж, блядь, 2 раза фуру перевернуло, блядь. Но у меня так же было, я только без прицепа ехал, я потом его взял, догнал тоже, как дал ему. А, блядь, в минусы уходить вообще неохота. Потом они видят, что они когда их таранят, да, ничего, когда их таранишь, они начинают жаловаться, короче. Да, есть такое. Что-то у нас... Я что-то гнать я не хочу, у меня минус 2 косаря в минусе я, короче, блядь, а штрафы дают, пиздец, можно доехать на 1,5 штрафов, блядь. Не, у меня ламчик еще на балансе. Не, когда денег много, похер на эти штрафы, летишь там это, все, блядь, а когда в минусе, блядь, ой, что это я торможу, в минусе, так, блядь, неохота как-то, блядь, на штрафы нападать. Сейчас, сука, и двигатель, блядь, вырубается, блядь. Тебе ремонтироваться надо. Ремонт нужен. Да, я знаю. Да, блядь, код запрыгнул, у меня, короче, это... Как его? Обзор кабины на мышке выведен. Вот, код запрыгнул, короче, на стол, блядь, и мышку снес, короче, у меня кабина, это, блядь, камера вверх поднялась, блядь, и я в стул, это, в отбойник, как уебался на. Код подстава. Ничего бывает. Код подстава. Плохо, что грузов одинаковых на дальняк, блин. Ну да. Хреново, блядь. Видишь, у меня не прокачаны ни хера, блядь.
Я вчера 3000 прокатился за раз. Вправо, да, сейчас куда-то ходить надо. Ты сейчас прямо или поворачиваешь? Мне сейчас прямо чуть-чуть за перекресток и налево. Мы что, в одну фирму походу едем? Наверное. Давай в один город и посмотрим, может грузы просто разные будут. Ага, хорошо, ща. Посмотри в в глобусе Венеция есть у тебя? Венеция, сейчас посмотрю. Венеция и... Или Гронинген. Чё, есть чё? То уже заправляться поехала. Что ты говоришь, я не услышал? Что, есть у тебя в Венецию или в Гронингер? У меня есть груз на Гронинген. А, все понял, сейчас тоже возьму его.
Если он будет. Нихуя. Гронингер, блядь. Походу ты его и забрал. У меня одна Венеция осталась, блядь. А Гронингер это куда ехать? У тебя какой? Гронингер это куда ехать? Просто если Венецию взять, да, Гронингер. А, это Германия, наверное, да? Закрывать что-то. Великобритания, что ли? Куда-то? Что-то забыл, сейчас уже это. Сейчас подожди. Франция, Великобритания, нихуя. Да, Венеция и Великобритания это вообще пиздец, это в разных концах. Да. Короче, мне ехать. Да тут вообще недалеко. Нет, это не Венеция, не Великобритания. 845 километров. Сейчас подожди. Они тут что, по одному грузу дают, что ли, всего, блядь? Это этот груз, который ко мне говорил, 847 там, километров, это было в Нидерландах. Нидерланды? Да. Ой, ёбаный компот. А, чешский через... Ну это через Германию ехать, блядь, понятно. А Италия, она внизу находится, блядь. Ну что, есть тебе этот груз? Рен. Газированная вода во Францию. А город Рен. Сейчас.
меня где кара там граждане вицы, это щитцин показывает, да, а в глобусе это вот эту Италию. Ну, когда в Венецию, груз в этом глобусе, у меня тоже вроде бы он отобразился в Италии. Повтори, я отходил просто. Чего, на Венецию, на Италию брать груз? Ну что, есть что на Венецию? Да, есть один груз на Венецию. Ну, отбери его, я руки поеду. Пизда, блядь. Сейчас ведь минуточку, я пока стою сейчас. Пойду курну по-быстрому и поеду. Без остановок.
Не взял, он исчез у меня груз этот опять. А вот тут недалеко, вот тут недалеко есть тоже какая-то. Давай я сейчас туда быстро скатаюсь, посмотрю, может там есть что на Венецию туда. Давай, давай. Окей, все, сейчас. Тебе надо еще свой прицеп приобрести, когда точно будет там общие грузы. Блять. Познань. Печалька, печалька, Вена. Вена. Ну, тут есть до Вены, как бы, груз, да, до Вены. Ну, вот это получается ниже, там, это, Италия, как бы, если до Вены доехать, мне грустно выкинуть, может, там что дальше есть до Италии. Ну, давай, бери, поедем. Я сейчас. Ой, бля. Так, Вена у нас что, 965, ебаный. Меня хорошо не слышно? Да, нормально. Сука, что-то почему-то я его взять не могу, нахуй. Или он очень маленький для меня. Ты что, не понял, что ты говоришь? Говорю, что-то этот прицеп вообще взять не могу, вот этот мелкий, блядь. А ты правильно подъедешь, что возьмешь его. Чего еще раз? Правильно подъедь к нему и возьмешь его. К краю подъехать?
Не-не, ты роднее к нему подъедь, и он возьмется. Не берется, да? Не, вообще не хочет, сука. Блять, сейчас посмотрю что-нибудь другое. Ну, я вижу, надпись горит, не берется прицеп. А почему-то... Да ну нахуй. Понятно. А, это и есть, да? Сейчас я другой возьму. Что ты говоришь? Сейчас другой возьму груз. Что, едем? Там я сейчас, короче, скину груз, да? То там все равно по пути, как бы, вниз, в это, к Италии ближе. Давай, поехали. Поехали.
врезался в тебя немножко, нечаянно. Нормально. У меня тоже бывает такое, блядь. Я еще в настройках выставил, чтобы плавно, не резко. И вот не подрасчитал немножко. Ага. Плохо, что баланс нельзя перекидывать, как бы можно было тебе перекинуть и прицеп купить. А у меня, короче, было тут, я, короче, купил прицеп, да, там почти за 60 на. Короче, я с ним ебался, я не знал, как его, что с ним это пользоваться, психанул, продал, блядь. Правда, дешевле продал, блядь. У меня был прицеп. А там, когда прицеп покупаешь, надо гараж указать, куда его закинуть, короче. Указываешь гараж, и поехал за ним потом, когда гараж указал. Гараж заезжаешь, нажать Enter, потом нажать прицепы. Прицепы нажал, там высвечивается твой прицеп и написано подсоединить его. Ага. Ну, надо накопить бабосов будет опять, короче, это, либо кредит взять. У меня и так, блядь, 5 кредитов висит, нахуй. Заходишь не в онлайн, скачиваешь в Steam мод, там евро нарисованные, заходишь и пару рейсов делаешь, и у тебя бабосы будет. Ну там вроде бы моды за бабки, да, покупаешь? Нет, бесплатно там подписываешься, они скачиваются и все. Ну ладно, потом, если что покажешь, объяснишь. Я, кстати, в Steam тебе кинул это приглас. Все, понял, зайду потом. Там есть в Steam мастерская называется. Туда заходишь, и там все модики есть. Да. Там набавки есть. У тебя маршрут до Венеции такой же, ты как и я еду, правильно показывает, да? Либо у тебя по-другому вообще маршрут? Ну, у меня, в принципе, когда поехал за тобой, он мне переделал маршрут. У меня также осталось 840 с копейками до Италии. Понял. Ну сейчас тут 330 километров осталось мне. Может там что и будет до Венеции.
Ну, может быть. хотя бы рядышком с Венецией, пусть там не именно туда, куда, да, а рядышком где-нибудь. Да. Бля, как мне вот эти повороты, блядь, бесят нахуй. На этих поворотов нехер делать, можно на скорости опрокинуться, блядь. Да. За нами еще кто-то едет. Да, вижу. Ты что по встречке едешь? Да, хрен знает. Это, я хоть двигатель поставил такой, хотя бы на 500 лошадок, да, хоть я в гору начал тянуть нормально, блядь. А то там стоял, у меня 410 лошадок, что ли, вообще в гору не тянуло, блядь. 20, блядь, 15 максимум. Не, я на эрку поставил 730. Сейчас нас обгонять хотят. Так пусть идет на обгон, мы притормозим чуть-чуть. Дружище, иди на обгон. А он, наверное, не на нашей волне, на 19-й. Ага, понятно. Вот, пошел. Дружище спешит, видно, куда-то быстро. Срочный груз. Наверное. Я никуда не тороплюсь. Я тоже. Мне все равно в мультике веселей катать, да? Тогда, когда вот ты едешь один, блядь, я вчера вот ехал 800, прикинь, я даже уснул, блядь. Я еду, короче, у меня глаза закрываются, реально, блядь. Просто, блядь, я уже музыку включил в кабине, думал, блядь, русская радио. А я вчера ехал, вот так же бордюры стояли, да? Но. Я в них врезался на дорогу. А ты смотрел, там это, на них наехал, а проехал сквозь них. Не, одному кататься как-то это скучно, блядь. Ну да, оно всегда так.
Этот мне, короче, админ ответил, они, говорят, уже уехали, типа, они в 11 стартанули, короче, и уехали по маршруту, типа, бля. Я говорю, а я приехал, говорю, по 12-го, говорю, блядь. Я не знаю, я их там пас сколько времени, и я их не увидел вообще никого. А, ты уже, то бишь, раньше я начал, да? Да, раньше было, то есть нашими зашел на часов 8, начало 9 где-то. А у нас 2 часа Сургут с Москвой. А-а-а. Понятно. Мне ну раз сказали, ждать до Карова, ждите до Карова, да? У всех время разное было. Когда? Либо они хотя бы взяли бы, типа, в группе, сделали бы так, типа, кто откуда, с каких городов, типа, да, там, может, Белоруссия, Украина, там, блядь, везде же пояса же разные. Да, это точно. Это было бы правильно. Я бы вот так сделал бы, блядь. У тебя же группа есть, там ты можно где-нибудь вывесить тебе что там. Вот конвой, кто хочет, там присоединяйтесь, покатаемся. Но у меня, видишь, у меня там сделано, что PUBG Mobile и Blitz в танке, да, я вот играю. Вот. Как бы группа для этого там сделана. В принципе, там все играют кто в танке, кто вот это. Там практически, ну вот там только получается я один, кто играю. На большом уровне, да? В танках? Да. Да у меня в Блице там девятка одна куплена недавно, Т-54 и все. И 2 восьмерки стоят в ангаре. А видишь, я только по выходным в ЮТС-ку захожу, катаю. А так на работе, когда некогда. Понятно. А я тоже вот, блядь, что-то в городе. Крутая гора, блядь, это. Тоже сейчас с одной работы уволился, сейчас, блядь, вот еще другую работу, блядь. Что там, сколько еще осталось до твоего пункта обучения? 180 километров. Ну, встречка идет. Ага. Блять, еще и двигатель, сука. Тут видишь, катают все со своими прицепами, большинство. Со своими прицепами? Да, ты не видишь, раскраска идет одинаковая с машиной там. Вот я на стоянку, когда приезжал там, когда ты подъехал, это мой прицеп был. Я его поехал, отцепил. А, видел, но. Только плохо, что стер нету своих прицепов покупать. Стерных. Есть грузовые, как бы, фуры, как бы, и есть площадки и все. Надо будет тоже замутить себе, купить прицеп. Надо сейчас минус погасить. У меня уже минус 25, блядь. Сука, я отказался от того груза, что не зацеплялся, блядь. Меня неустойку въебали. А вот когда со своим прицепом ездишь в мультике, там бывает тебе суммы по 100, ну, денег по 100, там, по 200 бывает. Ну, там расстояние 3000, 2000 с копейками. Ого. Вот я вчера сверху прокатился.
после работы пришел и погнал. И сколько у тебя по времени ушло трешку прокатиться? 220 мне дали. Не, ну по времени за него сколько там? Полчаса, 40 минут. Да, где-то минут 45, вот я летел там, я приехал, у меня пол машины красной горело в этом навигаторе. Понятно. А ну видишь, когда со своим грузом едешь, со своим прицепом, там скорость, можешь 150 лететь. Во сколько, короче. А когда с таким грузом, то ограничение, да, идет. Ограничение 90. Это пиздец. Что-то ЕТС вообще стрим мало кто смотрит, блядь. Ну мало. Ну видишь, большинство кто катает, они не смотрят, катаются сами. Вот, допустим, я бы не катал, бы сейчас бы смотрел на тебя, как ты едешь. Ну да, кому-то, ну как. Ну видишь, большинство все вот в танки, блядь, Дота, КС, блядь, вот это все смотрят. Ну видишь, у кого какие интересы. Вот свою аудиторию ты лишь только начал, подобьешь, и нормально будет. Главное, человек свою аудиторию подбил, и вот нормально у него идет сейчас. Вот у нас маршрут поменялся, я теперь по желтой чисто еду. У меня маршрут пропал. А, пропал? Вот сейчас опять перенастроил. 571 километр остался. А что ты Ты нас... взял, да? Груз. Чего? А груз в Луганске взял, а в глобусе? Бля, в глобусе взял вроде. Вот. 73 километра осталось. Не поддержишь? Ну, нормально. Мультиплеер поддерживает моду, здесь можно с камерой прокачать, ну, короче, 200 будет летать. Куда? В Москву? Короче, когда на мультике ездишь, просто в ЕТСке катаешься в оффлайне, есть мод такой на двигателе, его ставишь, и машина, короче, летает 200 километров в час там. Это пиздец, 200 километров, уебешься в отбойник и все, машина красная нахуй. Машина красная. Да, по прямой выходишь, короче, как дашь. Это в оффлайне, а в онлайне, видишь, здесь не поддерживаются такие моды. И вот на дефолте, считай, катается. Вот у меня Scania моя S300. Ага. 730, да, это мод этого мультиплеера. Вот она вроде неплохая такая, ну мне нравится. А почему вот если ты мод, например, поставишь на Россию, там, да, вот это все, и в онлайне ты не сможешь играть, только в офлайне? Потому что мультиплеер не поддерживает, он только свои моды, там, на погоду, еще там машинки добавить свои, там, допустим. Ага, понятно. И все поддерживает лицензионные, вот, Балтика, Франция, Италия. Они бы сделали бы онлайн, бы Россия бы хотя бы, машины бы российские бы туда влепили, намного бы интереснее было бы в онлайне играть на русской машине, там, блядь, в Москву скататься, там, блядь. А видишь, и тесты обновляются всегда, и они не устраивают, допустим, вот сейчас такой мультик вышел, да, мультиплеер, катают, завтра обновился, и тест обновился, и все. Они бы конкретно до какой-нибудь версии дошли бы, ну,
до своей, такой, ну, и, может быть, что-нибудь сделали бы, мододелали бы для мультиплеера, то всегда и точка обновляется, сука, я не знаю, она обновляется. Блин, плохо жать, и газ, и разговаривать пальцами на клавиатуре. А у меня только вот на руле, блядь, сука, двигатель ебаный заебал. У меня вот на руле только выведено вот круиз-контроль, вот. А на клаве у меня чисто только вот чат, надо чат вывести тоже, сделать на кнопку, чтобы. И свет, дальний, ближний свет как бы на руле. А ретардер не выводится вот это на руль, на кнопочку? Чего выводится? Ретардер. Торможение ретардером. А, нет, ну вывести это можно, но я не делал это. У меня всего 6 кнопок на руле так. Да, жди красный свет, когда зеленый будет, чтобы минус не залез опять. Ну все, я сейчас приехал, сейчас я скину груз, посмотрю, может что есть у них тут, блядь. Давай, скидывай. Окей. Пока покури. Ну сейчас я к тебе туда заеду, где-то буду грузиться, покурю. Сука, не подрасчитал, проехал, блядь, 360 дали штраф, ебаный в рот, блядь. Ты вообще сам куришь, нет? Да. Да, что у них тут у нас? Сейчас. Смотрим, что мне предложат. Так, Лейпцы. Сука. Если что, запомни, Венеция. Я просто сейчас отойду ненадолго. Хорошо. Но тут ничего нету, я сейчас езжу до соседей, там вот есть, там может что будет.
лучше есть, блядь. До Венеции, блядь. Ну что, взял груз? Я поехал до другого, там посмотрю, тут ничего нету, куда мы сейчас приехали. Там все вверх туда вообще, блядь, за 1000 километров, блядь. А, ты уже в другом месте, да? Наверное, будете здесь ждать. Давай, давай, хорошо. Блять, Вена есть, Линз есть, блять, Прага есть, блять, сука. Почему до туда нету, нахуй? Ой, блядь. Ростов, блять. Иди нахуй, Ростов, блять. А сейчас мы порожняком ездим. Мы его сейчас и отвезем. Взял, да, груз? Не, вот ищу сейчас, подожди. Что-нибудь найдем. А мы здесь посмотрим. Может тут что? Все равно тут, блядь, 2 километра, тут порожняком ехать за косарь. Грузик. Идем, посмотрим. Может что есть? Ну что, взял, да, я смотрю? Не, я оттуда взял, куда сейчас ездил, порожняком сюда, чтобы не ехать обратно за косарь. Привез. Да. Пиздец, блядь. Здесь, ну дадите мне что-нибудь, груз, блядь. Заебали нахуй. Линз, Липс, Хуеплиц, блядь. Австралия, до Италии, Ворон.
А тут нету ничего вообще. Пиздец. Поехали так, я порожняком съезжу с тобой, там может где по пути, там будет какой-нибудь городишко, да там что-нибудь возьму. Просто здесь нет вообще в ту сторону. Ну поехали. Давай, ты езжай вперед, я за тобой тогда буду. Буду замыкающим. Ёбаный, блядь, еще 26 ебал. Глохнешь, да, я слышу. Да, есть такое. Сейчас еще не вписался, еще, блядь, 26 уже процентов урона, блядь. Пока доеду, весь красный буду. А ты откуда сам? Смотри, вот здесь вот грустно. Блять. Сорян, не подрасчитал. Вот здесь вот где остановился, давай туда, там груз может есть туда на Италию. Посмотри. Понял, сейчас это вправо, да? Да. А ты откуда сам? Еще раз. Я с Сургута. Ого. Братислава. Ничего нету тут. Ладно, едем дальше. Что, нету груза, да? Нет, вообще нету. Все туда наверх идет груз, весь едет. Ну поехали, я потихоньку трогаюсь. Давай, догнуться. Привет. Ты сильно не прижимайся, а то красный доедешь до Италии. Да, я уже... Блять. Я уже понял.
Вот еще одна компания Sprite. Сейчас посмотрю. Давай, удачи на дорогах. Так. Далее. Здесь ничего нет. Здесь. О. Есть один до Верона рядышком с Италией. Давай, бери, что ты будешь порожняком ехать. Да, я уже поехал грузиться. Что тебя далеко уебали, а? Груз. Короче, какие-то трубы надо отвести. 3 трубы, блядь. За 10 косарей. Ну, 10 500. Ну, немножко минус перекроешь. Тогда останется у меня там пятерку загасить. Ну, если что, я обратно буду на Павлова грузиться с Италии, если что. Там куда возить будешь, присматривай там груз. На Хорошо, но...
Так что, сначала мой, да, Верону отвезем груз. Там все равно рядышком, потом, да? Что-то уже выехал? Ну вот сейчас уже выезжаю, да. Я потихонечку тонус моргать буду поворотниками. А у меня на карте же показывает, что ты вот стоишь сейчас, вот. Точка синяя. А я уже вон на трассу уже сейчас уже был поворот. А я вижу. А, тебе влево, а мне показывает карта вправо, туда указывает карта. Да, я влево ушел. Ага. Или что, как быть? Ну ты видишь, у тебя там в Италии где-то или до Италии? Сейчас. Так, да. А, тебе Венеция, да? А, то бишь мы встретиться можем. Кстати, Верона от Венеции вообще недалеко находится. Получается, ты объезжаешь с левой стороны, да? Я, получается, как справа еду. Вот, и там между Вероной и Венецией, ну, может, не знаю, километров 200-300 максимум. А ну-ка, заверни на мою полосу и посмотри, что это, ну, навигатор покажет. Давай, но... В принципе, можно через Венецию потом проехать до Вероны и все. Там даже на карте можешь посмотреть, вот от Венеции до Вероны, там, блядь, трасса 1, что ли, идет. Ну и все, поехали. Ну что показал это там? Давай, давай, но... Он мне просто маршрут перестроил по-другому и все. А километраж тоже остался, да, километраж? Ну да, почти тот же остался. Там же недалеко, конечно. Ну все, поехали. Че. Мне наоборот такие дороги нравятся, лесные, извилистые. Да, 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 а то эти, блядь, поля, блядь, эти, нахуй, колхозы заебали. Сейчас будет дорога конкретно извилистая, так что тебе лучше там не блокнуть. Серпантин, да, 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 блядь, а то сейчас
пиздец. Ну, вон, уже начинаю глохнуть, блядь. Надо будет в Венеции, Верона там отремонтироваться, похуй там. Хотя бы движок отремонтировать. Да. Это точно, ты будешь научиться. Да, блядь, если бы не кошара бы, блядь, запрыгнул на стол и мышку снес, нахуй, у меня камера, блядь, уехала с кабины, блядь. То есть вид этот. Да главное, что не в жизни. Остальное все ерунда. Да. Ебать тут серпантин, блядь. Да, меня прикалывают эти дороги. У тебя руль, тебе вообще должен быть проще. Не, ну с рулем вообще отлично играть, блядь. Я все время играл с мышкой, блядь, управлял мышкой. Рука затекает, блядь, неудобно. Ну вот последний я рулю нормально рулю, как будто руль у меня, да, есть? Да, у тебя какой-то руль есть, но... А это штурвал для самолетиков. Нормально. О, какая-то деревня, блядь. Опять заглох. Но... Все, кончилась веселая дорога. Это все равно как-то, как будто как в гору едешь. А местность, видишь, горная. Ну да. Краса. Романтика, блядь. Тебе заправиться не надо? Да не, у меня полный бак. Правда, уже почти синяя кровать. Скоро водила спать захочет. А что ты не отключишь эту кровать синюю в настройках? А, ее отключить можно? Да я же не знаю, слушай. Надо будет, да, полазить, отключить надо. Да, ее нужно отключить, потом я тебе скажу, где именно. Хорошо. У меня еще в баке тонна 100. Я так понял, операция, допустим, если ты видишь прям далеко, она не будет работать, да, уже в мультике? Чувак будет работать? Ну, операция, по которой мы разговариваем, да, если там далеко друг от друга отходишь сильно, она не будет уже, да, работать? Да, уже все, радейка уже, если там отъехал, да, далеко, там определенная, там 500-600 метров, что ли, она и все, и вырубается. Ну, то бишь, ты пропадаешь с радара в этой.
Бачу у него с микрофоном. Так это рация, ёпта, Илюха. Это он по радейке разговаривает. Это рация, запомни. Мы же не в оффлайн играем, а едем вот с ним конвойчиком. А у него такой звук, как будто он сковородку произносит. Мне еще осталось 265 километров. А у меня показывает 346. Это нормально, Илюха, что он так говорит, потому что он говорит по рации. Заглох, да, опять? Не, я просто вот на светофоре, что когда поворачивали, да, пока скорость разогнал, тут же все в горку, блядь. А у меня еще и двигатель, блядь, тупит. Ладно, отремонтируемся, нормально все будет. Здорово, здорово. Здорово! Здорово, здорово. Привет! Бля, на рацию на руль вывести, блядь, а то так кнопку всю на клавиатуре держать вообще, блядь. Ну да, надо туда, где удобно, туда и кнопку выводить. Тут 40 метрики все на своем приходе, да? Я там сказал, что вот тут привет, он такой привет. Увидел живого человека, блядь, обрадовался. Ну, походу по пустыне ехал. Ты сколько сейчас километров идешь? 80. 80. А я этот круиз-контроль въебал, короче, и нахуй. Просто на резких поворотах я пытаюсь притормаживать, что, блядь, уже было, сколько раз меня прокидывало, блядь. Ну вот я сейчас 80 и тебя догоняю. Надо твою скорость подобрать. Ну сейчас я не 8, сейчас я 73-75 еду. Все, я 70, ну нормально. Движок, блядь, заглох опять. Впереди платная дорога. Граница.
Поехали. Едем, едем. У меня 174 километра. Мне 250 осталось. Заглох. А я увидел. Блин, мне с глазик ни разу не вылетело сегодня с мультика. Что, вылетает, бывает? Ну, бывает фильм, как прыгнет и на раз выкидывает. Ясно. Можно топануть нахуй тут, блядь. 97, 98, 99, соточка. У меня 120 осталось. У меня 193. Ну, там 60 километров до Верона доехать и все. Ну. Около сотки, да, осталось тебе где-то? Ты мне еще до пенки или ехать не осталось? Чего?
Мне 72 км осталось ехать. Понял. Мне 149. Ну, да, где-то 50-60 мне еще доехать, потом и все. Так до моей Верона. Ничего подхватил, я 90 был, ты уже подхватил. Ты с агентства походу взял, да? Чувак? Ты самый верхний заказывал, брал, ну с агентства, да, не с глобуса. Да, с верхнего взял. С это где... Ну там тоже скорость без ограничения. У них там скорость без ограничения. Это нормально. 90 все потолок. Здорово, дружище. Сейчас тебе... Я здесь направо тоже. Да, я вижу тебя. А мне Ворона дальше. Поехали до тебя? Ну поехали, потом до тебя. И Давай. оттуда брать будем уже. А что-то я там на красный проехал, мне даже штраф не дали нахуй. А ну бывает так. Не дали. Вот мне дали штраф, я проехал. Ну-ка, мне сейчас дадут. Дадут? Дадите мне штраф, а? Дали 360. А ну видишь, когда так, где дают, где нет. А, он уже приехал, что я поехал. Сейчас я развернусь. Ну что, поехали к тебе.
Давай, Посмотрим но. груз. Давай. Сейчас развернусь тут. Он мне обратно выдает путь на ту трассу, короче, откуда мы с тобой повернули. Что тебе выдает обратно? Ну туда же он показывает ехать. Откуда мы с тобой повернули направо к тебе. Все, понял. Бля, 2 раза заглохло, сука. Ты еще когда сам будешь парковаться, у тебя будет этот профиль прокачиваться. А я знаю. А я бывает редко их ставлю, когда, блядь, нахуй. Времени нету, например. Блядь. А, все. Светофор проехал и не вижу, блядь, какой там горит. Бывает плохо, что они не делают светофоры, чтобы с другой стороны стояли. Ну да. Что-то до сих пор в ютубе трансляция идет, да? Конечно, идет. И на Твиче, и на Ютубе, и ВКонтакте у меня в группе идет. У меня на 3 платформах. Потом же запись будет, да? Посмотреть. Чего будет? Там на ютубе же запись останется, посмотреть повторно потом. Да, конечно. У меня некоторые видяхи эти стримы блокируют, не выставляют, потому что я бывает курю прямо в эфире, короче. А YouTube этого не любит, блядь. А на Твиче похуй вообще. Да, ютуб много чего блокирует. Да он такой капризный вообще сам по себе, этот YouTube, блядь. — 80 километров ехать. Да, это пункт 80 км. О, светает. Еще воздух ничего не люблю вообще. Бля.
опять заглох? Да, я видел. Вот у меня фильм скачнул 351, а? Ну да, у тебя жестко это пинг скачет 119. Это из-за Wi-Fi, надо провод втыкать тоже, короче. Врезался. Блять. Не вписался, что ли? Я прям в шлагбаум. А есть некоторые, они автоматически открываются. Я тогда тоже лечу, блять, тормоза, и пояс он открывается. О, блядь, слава богу. Чуть не въебался, на. 8% еще можно катать. Тебе видно этот светофор? Да. Да я если что-то подтолкну.
Да, нормально, солнце, вот с парнишкой катаем. У тебя как дела? Еще нет пока. Так, ну чё, сейчас будем что искать. Ну чё, у тебя есть куда-нибудь? Не, у меня вообще тут не показывает, где этот глобус вообще нету заказов, а здесь есть там вообще километр вести за 600, уже за 600 евро. Может поищем где тут еще? Давай поищем. У меня, видишь, на машине даже российские номера стоят. Чего номера? Я говорю, российские стоят номера. Да, сканерные это. А, вижу, но... Ай, блядь. У меня показывают в Прагу ехать вот один груз. Это в этих, в глобусе. У тебя там просто коротая в глобусе, да? Ну, в Праге. В глобусе у меня Прага одна. А что за груз? Не... Потом возьми, меня получится взять, нет ее потом. Ага,
хорошо. Ну там пластиковая тара. Да, я про нее тебе и говорил. Ну что, ты взял? Да, вижу все. Да. Я попробую. Ты ее взял, а у меня пропала, надо мне ехать искать, короче, в Праге. Ну, прокатись, посмотри там, поищи. Вот так и хочу прокатиться. А я до мастерской сейчас вон скатаюсь, тут недалеко, там попробую двигатель ремонтировать. Давай, едь, ремонтируйся, я пока прокачусь сюда. Хорошо. Группу смотрю. Окей. Солнце, так а что мне завтра делать-то? Ехать, не ехать туда? Есть ли смысл убивать время вообще? Или что другое искать будем? Ой, ёкарный. Включи.
Блин, ничего нету, сейчас еще съезжу в одно место. Последнее. Ну, хорошо. Пизда, отремонтировался на минус 66 косарей, блядь. Ну нормально, что? Пусты. Нету ничего туда. А приблизительно там где-нибудь. Приблизительно, ты же в Чешскую Республику поедешь, Прага, а мне чуть-чуть дальше Польша. Ну вот можно через Прагу будет проехать, я выгружу, там может что до Польши будет, возьму. Ну сейчас я гляну. Давай. Подцеплю. А, вижу тебя вон-то рядышком тут, но...
Поеду туда, там за светофор, еще за перекресток встану, там справа буду. Ага, хорошо. Сейчас я к тебе приеду, у меня маршрут переделался. Все, маршрут как у тебя стал. Ну и все, отлично, едем, значит, сразу. 1017, да, км? Ну, не до моего места назначения. Сейчас скажу. Мне 786 км ехать. Там недалеко тебе получается после меня. Да, там вообще чуть-чуть.
где видели. Ага. Разбибикались, блядь. Скорости. Алло. Я не могу скорости угадать. Но. Слышишь? Да вроде бы не должны. Вроде вчера смог. Хорошо. Хорошо сделал, но. Хорошо, но. Давай, солнцевую. Во, мозг красивый. Ага. Мастище. Давай 90 копеек. Давай. Что, заправляться не надо тебе, ничего?
Не, мне хватит, у меня еще 986 литров. Понятно. Ну я на следующий заправлюсь, у меня там меньше полбака. Игорь Старожук. Привет, Игорь, подскажи, как сделать стрим. Ну, для начала смотря какое у тебя железо для стрима, если ты хочешь. То есть видеокарта, оперативки, сколько у тебя процессор. И оттуда уже можно исходить. Стрим. Потом скачиваешь OBS Studio Broadcast это. Смотря куда ты еще стримить будешь, типа либо с Твича, либо с Ютуба, либо оттуда или оттуда. Вау. Что тут с рулем у меня? Я сегодня, блядь. Ты что, остановился? Да у меня что-то руль это бортануло резко вправо, блядь, понять не мог, что за хуйня-то. Что за хуйня-то? Сейчас, у меня что-то с рулем у меня, короче, блядь. Какие-то неполадки, блядь, сейчас. Все, поехали. Какой-то глюк, бля. Хорошо не на скорости его, бля, этот руль заглюкнуло, да. Может, драйвера слетели? А хрен знает, может драйвера слетают. А? У руля есть драйвера, да? Диск шел к нему, нет? Или что такое? Я скачивал с интернета. Надо с официального сайта для них прям скачать. Так я вот с официального сайта скачал. С официального сайта скачал Logitech. Нет, ванта лучше такая, чем у меня там в оффлайне, блин. В онлайне, то конечно в онлайне хорошо играть, лучше, блядь.
И сервер этот хороший, буду сюда заходить, у него второй. На втором там куча как собирается и все. Ну он там переполненный, пиздец, он бывает, я туда зашел, вообще мест нету, там, блядь, полностью весь сервак забитый. Это уже специально сделали, играть по 3, там, чтобы разгружаться сервер. Да, да. Ну, сегодня фильм будет «Черная пантера». Фильм? Ну да, по СТС реклама идет, сегодня будет «Черная пантера» вроде бы. А я когда... А нет, Мстители будете. Я когда в кинотеатре работал в охране, я там, блядь, на халяву смотрел фильмы, блядь. И как раз «Черную пантеру» посмотрел, блядь. Ебать. Ну, сказки, прикольно. У меня уже минус 80 на косаре, блядь. Заебись. Отрабатывать придется долго, блядь. Я говорю, проще всего сделать тебе в офлайн зайти, мод скачать на деньги и на повышение, ну, профиля, репутации. Это все сделать, там минут 20 идет. Потом удалил и зашел нормально. В онлайне играешь. Так надо будет сделать, но... А так это долгая история прокачки всего там. Ты сейчас допросы хочешь это, в Праге груз посмотреть, да? Чего? Ты вот если в Праге везешь груз, а там хочешь на Польшу потом посмотреть груз, что ли? Или как? Или с Польши брать? Так. Получается тебе дальше доехать меня. Да. Ну я скину груз, да, и посмотрю, может до тебя, до Польши есть груз. Вот видишь, что своим прицепом едет. Да. Вижу. Руль проверял, блядь. Ну что, нормально? Но...
едем в соседнее село на дискотеку. А интересно, можно как-нибудь придумать такую рацию, вот как настоящую, вот эти есть у дальнобойщиков, знаешь, такие там рации, подключить ее, интересно, можно? Да, не знаю, наоборот, это же программа сделанная, как бы в мультиплеере. Можно, мне кажется, все придумать, только рукодельников каких-нибудь. Просто вот так, блядь, тоже кнопку жать, да, куда-нибудь повесил ее тут рядышком, как опа, да, как это, взял ее, блядь, пизданул, повесил. Да, мне кажется, можно в ютубе посмотреть, дофига за документов, так что-то. А я тут видел тут, короче, у чувака, у него, ну там не чувак, там мужик уже, знаешь, там лет 50, наверное, у него, короче, он не русский. И у него, короче, сделано как кабина, короче. Вот. Сзади, типа, полка, короче, это, ну понял, да? Типа лежак этот. Вот. Да-да-да. Все так сделано, это прикольно, блядь. Вообще, блядь. Типа торпеда спереди, короче, у него сзади камера стоит. Вот, у него такие 3 монитора здоровых стоят, блядь, вообще пиздец. Ну, так, заебись, прикольно у него задыбано, блядь. Ну делают, да, это фанаты конкретные уже. Мне, видишь, мне и монитора хватает, кабины не надо уже. Да вот потом скажет, ну-ка давай-ка, дружок, полечиться немножко пойдем. Да. Я смотрю, у тебя дети есть, да? Да, у меня дети есть 2. У меня 3, у меня 2 сына, 1 дочка. Ну, правда, мы не живем вместе, я разошелся со своей уже 3 года, как в Питере живу, она в Карелии осталась. А у меня пацан и девка. Ну, нормально вообще. Не, у меня сначала 2 пацана, а девка последняя, в 2014 году родилась. Это замечательно. Ну да, как говорят, дети цветы жизни. Нас догоняют. Ну пусть. Ну там конкретно летит, вот там сейчас. Что, будете обгонять-то или что? Да в салу пристроили, что-то не хотят обгонять, наверное. Или мы так быстро едем, что ли? Дорога ровная, плавная, можно и в 90 ехать, ничего страшного нет. Ну я вот 90, я пошел на обгон. Пусть. Я педальку зажал и все, сижу, блядь, педаль в полную. Видишь, у него все прицепы, загрузки погнал. Ага. Бля, у меня руль чувствует все эти ямки, все вот эти, бля, заезжает не на ровно куда-нибудь, все, пиздец, руль просто трясется, бля, как бешеный, блядь. Вибрирует, да? Ну, а, прикольно. Хоть дорогу чувствуешь, что ты едешь по дороге, блядь. Ну
Да, и тут он весь икает. Еще бы сиденье было бы, так бы что-то тоже там болталось, как в машине, там горка там. Ну посмотри в интернете, может прикупишь себе. Да не, мне зачем это, как бы. Мы сейчас в съемном жилье живем, так что тут много не понакупаешь, как бы. Что-то, это другой уже. Только ветер мне чувствуется, кабина болтает, короче, все. Блять, топливо заканчивается, блять, надо. Давай заправляться, поехали. У меня достаточно больше, чем у тебя. Чего больше? Бак на скане, вот на этой, на моей, которой еду сейчас, бак больше. А я потом сейчас долг погашу, тут минус 81, блядь. Она типа подфармить денег, да, блядь, нормально сделать. Александр, привет. Не слышит? Наверное. Хорошо идем. Ну да. Сейчас сзади.
Чуть было не было, блядь. Вот мне бы заправочку, блядь, мне бы... Вот это да. Видишь, нету заправки, свернули, нету заправки. Сейчас может появится. Ну если что, дотолкаем, попробуем. Заключается. Да. Пиздец, поворот на повороте, блядь. Да прикольно. Ключа менять не будет? Нет, нам по пути пока не будем обгонять. Вы не Балтику поедете? Польша, Прага. Понял. Ну я тоже через Польшу. Заправка, заправка. Надо не проехать ее было. Что-то ты заправился, машина ехать не хочет. Какое-то паливное топливо, блядь.
да. Вот, понятно. Сейчас груз сброшу. Чё? Груз сброшу сейчас. Давай, давай. Польша, да? Ща. Поехали, тут ничего нету для меня. Чтоб туда поехали, так, поеду. Может по пути что будет? Поехали. Шо? Ты что, будешь хорошо смотреть? Да нет, я жду, стою. А тут я не знаю, где тут еще есть посмотреть грустно. А вон там, ближе слева, есть. Сейчас туда скатаюсь быстро, там посмотрю. Давай-ка на кольцо буду делать. Ага. Жора, блядь, блин.
Больше нет, да, у нас? Прага. Здесь? Блядь, чувак. Долбоёбина, блядь.
потерялись с ним.
куда-то вообще и уехал, блядь. Если он поехал в Польшу, значит где-то на двух местах, там либо в Варсове, либо в другом месте. Ему ехать там было 200-300 километров, да, значит он по этой дороге поехал. 100%. То есть рассуждать логически.
Здесь начали рассуждать логически, что он поехал по этой дороге больше. Да, я так уебался. Что это всего игра. Запись посмотрели.
маршрутах там я его шатал, то что меня развернул, это вообще пиздец. Пиздец, блядь. Только машину отремонтировал. Пиздец. Ох. Больно. А может даже ни в что я не влезу, надо потом повтор посмотреть, что так. Я либо я куда-то вшатался, либо это руль опять окунул. Ну и бля, опять на 34% ремонта.
все, это 2 человека всего, блядь. Что, зря ехал, да? Да, блядь. Понятно. Она долго сидит.
Bonjour. Please start. Жора.
Ушел. Где? Выйди.
Жора.
Да не, недалеко. Куда-то, что? Дуйсбург. Это в Дуйсбург еду. Здорово. Что, машину погнул? А. Красная, да, уебался. Но я не знаю, что, либо это руль тупанул, короче, ехал по прямой вроде бы, да. Такое ощущение, что боялся резко стоп. Как уебался, вроде ничего не врезался, блядь. Меня в лес выкинул, блядь. А до этого только отремонтировался, блядь. Еще вон минус 71 косарь торчу, блядь. Вот так. Работаешь минус, как реально, не говори, блядь. Что в жизни, блядь, минус работаешь, блядь. Ай, блядь, поворот проебал. Ну что за хуйня, блядь? Ай, блядь. Сука. А, поехали там, развернусь пизду. Не буду тут уебываться по встречным, хуечным носиться. Спешить нам некуда, блядь. Давай ты не выебывайся, машина, блядь. Отремонтирую я тебя когда-нибудь. Придется тебе поработать с таким двигателем, может, какая минус я загашу. Ша, отключу вопрос. Оперативку с другого компа на другой поставлю, она будет работать. Ну, во-первых, смотри, посмотри, какая она DDR, вторая, третья DDR, вот. И разные оперативки есть, 3 слота есть. Ну, сейчас 4 сделали, DDR4. Так что ты смотри, какая у тебя сокет, какой у тебя материнки. Если ты снимаешь, у тебя там DDR2, да, когда ты будешь вставлять там DDR3, она не подойдет. Ну или наоборот. А так можно снимать, да, с компа в комп. Сейчас спущусь с горочки, то, блядь, тут опасно там. Так, если одинаковый DDR, то будет работать, да. Конечно будет. Ну смотри, еще есть в чем, если у тебя там уже оперативка стоит, например, да, она в 1600 МГц у тебя, да, а ты оперативку ставишь 1330 МГц, то бишь у тебя будет работать на
низкой частоте, то бишь на 1330 она будет работать, как бы. Но они будут работать, да. А если они две одинаковые, то это хорошо будет. Если они одинаковые, да, конечно, спокойно снимаешь, представляешь. Да ебаный в рот, можно было не тормозить, нахуй, а приехать на штраф на похуй. А что ты хочешь комп апгрейдить? Решил оперативочки поставить в поле. Я потом в будущем вообще хочу на DDR4 перейти, как бы, спасибо, пойду попробую. Ай, блядь. Давай, пиши, если что, вопросы какие будут. К компьютеру обращайся. Тут опасно, может, блядь, чуть не перевернулся, сука. Блядь, зачем я светофоры дрочу там сегодня? Эти 21 км доехали, блядь. Блядь. Все с ароматным анусом. Кого, как дорога? Нормально. Только не считаю то, что я машину уже въебал после ремонта. Либо руль лаганул, хуй знает. У меня уже второй раз такая хуйня, что просто его сам по себе он, короче, блядь, на 180 градусов резко разворачивает. Так, все нормально, дороги спокойно. Так, это я только 20 тысяч подушу. Да? Так, у нас слева что у нас? Парковка, да? Сзади что? Опасный водитель тогда.
Жора, выйди, блядь. Надо, чтобы никто не выезжал, блядь. Ладно, хватит. Давай, я верю в тебя, машина моя. Все, давай, Мусил. Спасибо тебе от души. Так, что может теперь еще загрузиться? Еще надо гасить должок. Вот яхта есть, вот яхта вести. Все это. Так, что у нас тут? Мало, нахуй, мало, не даете, мало даете. О! Да, тут не густо, блядь. Тут не густо, 12, да? Может, с тобой посмотрим организацию, где... Прямой у нас, да, вон вижу, там вижу. Берусь без всяких прикословных. Отказы не принимаются, нахуй.
Ну, если 45 косарей ход, о чем мне отвезти надо просто?
То, что эти, как вот, типа, фирмы разные, что ли, у них? Это имеешь в виду? Типа, одна там, например, Samsung, другая Kingston, да, либо там похуя разновидности. А, по гигам разным? Не, ничего, ну будет у тебя суммарно 12 гигабайт. У меня уже была такая одна пашка 8 гиговая, две пашки по 2 гигабайта, то бишь 3 пашки было у меня стояло. То бишь 12 гигабайт, ничего, нормально будет работать все. А если ставишь разные оперативки, они так друг с другом уже не будут работать. Разные как понять? Ну я понял, что ты разные по гигабайтам, да, по объему ставишь, они пойдут. Ты имеешь разные оперативки, разные какие? Я что говорю, фирмы разные, что ли? Если фирмы разные, то похуй. Только еще смотри, там, чтобы на материнке, например, если она поддерживает 1600 ГГц, да, вот, у тебя меньше, да, то бишь, все нормально будет. Если ты больше уже ГГц поставишь оперативку, да, там, 1800, вот, я имею в виду на фирме, я имею в виду по фирме, вот DDR, так, точно. Не, ну надо, чтобы они одинаковые DDR были, там, вторые, либо третьи, две пашки у тебя, 8 и 4 гиговые, чтобы одной DDR были. Вот. Чувак, ты меня чуть не подрезал. А то, что фирмы, это похуй. Там есть какие-то свои плюсы, свои минусы, что вот. Ну это не страшно. Потому что у меня вообще вот сейчас 8 гигабайт, да, у меня там такой фарш стоит сейчас, блядь. 3 оперативки, у меня 4 оперативки по 2 гига, да, стоят. 2 похожих, 3... Ой. А, нет, да, они у меня все разные, блядь. У меня все разные, короче, 4 плашки, блядь. Одна Samsung, другая, блядь, Kingston. Написано на обоих DDR3. И все. А частоты тоже самое, да? Там разные, одинаковые, 1600. То бишь ты вот эти две плашки снял с другого с компа, да? Как бы хочешь другой комп поставить.
чтобы по частоте они там не превышали положенное, что материнки. Если на материнке 1600, а ты ставишь 1800, конечно, они у тебя не будут работать. А если они 1300, 1330 и другая 1600, да, то они будут работать, но будут работать на 1330. А какая там дилемма, короче. На одной написано 1600, а на другую не могу найти, где написано. Бля, как тебе объяснить, как это написано? Если ставь, пробуй, по идее должны работать. В любом случае. Они бывают, видишь, если есть разные марки, да, вот эти оперативок, на которые нормально все пишется, да, там память 4 гигабайта, 1600 и так далее, блядь. Вот. А на некоторых есть там сокращенно вообще все пишется, блядь. В одну строчку там все, блядь. И в конце там, блядь, гигабайты пишут. То бишь идет сначала частота, вроде бы там, блядь. Вот. Ящик. Ставь, не парься, как бы. И ставь, у тебя, смотри, вот еще один этот нюанс. У тебя на материнке сколько слотов? И смотри цвета, есть эти слота разных цветов, ну цвета, например, 2 белых и 2 черных. И они расположены белый, черный, белый, черный. У тебя какие? Чтобы типа в одноканальном режиме ставить, в двухканальном режиме, то бишь, блядь. Чтобы не получилось, блядь, в одну, типа, в одну 8 гигабайтовскую ты поставил в белый слот, да, а 4 ты поставил в черный слот. Надо обе ставить в одинаковый цвет. Два слота под оперативку, 3 хз под что? А, это нижние, да, такие, они длинные, как бы. Ну это да. Там идет одна под видеокарту, они цветом разные должны быть. Вот, например, есть синие, есть черные, под видео, там PCI должны быть. PCI 16, что ли, вроде. Вот. Получается, под процессором, вот у тебя кулер, да, и первый слот идет вот горизонтально. Вот, первый слот идет под видеокарту. Но есть и материнки, которые, блядь, 2 слота под видеокарту, то бишь 2 видеокарты можешь туда въебывать. Остальные у тебя идут под всякие эти, блядь, дополнительные слота, там, под, например, этот, как его, блядь, сетевую карту вставить туда, да, там дополнительный USB, тоже хода, там, под всякую лабуду, короче, там. Вот. А маленькие такие идут слотики, да, это дополнительные тоже под видеокарту, это для майнинга. Типа можно майнинг. Но они по идее на всех идут, блядь.
Маленькие слота такие. А, 2 слота, ну значит нормально, 2 слота под оперативку, значит туда суй. Вот, пихай. Блядь, и у меня топливо опять не дают. Это заебало уже закупаться надо. Я денег не заработал еще на бензину. У меня у знакомого вообще, блядь, Ивана девчонка, короче, и родаки купили комп, короче, ну, в разобранном виде, короче, ну, по запчастям в ДНС и все. Ей, короче, чувак, он знакомый, короче, ей звонит, говорит, ничего не трогай, я приду, соберу тебе все. Ну и что, она, блядь, проявила смекалку, инициативу, блядь, начала сама собирать. У меня вот один был вопрос к ней. Ты когда пихал оперативную память в слот для видеокарты, сука, ты что там не видел разрезы, блядь, на видеокарте, блядь, там разрезик маленький, перегородка идет, да, и потом остальные, блядь. В оперативке посередине разрез, блядь. Она, короче, нахуй к ебеням свернула, блядь, слот видеокарты, блядь. Она пыталась туда просто захуевертить оперативную память, нахуй. Вот, инициатива, блядь, бывает наказуема. И эта материнка уже, ну, пришлось там, хорошо умельцы есть, там просто перепаяли вход на другой, блядь, видеокарты. Вот. А в ДНС сказали, это ваша проблема, это ваша, как бы, блядь, вы уже туда, блядь, сами сломали материнку, нахуй. Вам никакого, типа, обмена, блядь. Они пришли еще, блядь, поменяйте нам, блядь. Я говорю, ебать, вы еще сами сломали, еще сами наехали, блядь, на магазин, блядь, типа, вы обязаны нам поменять, блядь. В договоре указано, что если проблема магазина, ну, производителя, то бишь, да, тебе по гарантии поменяют. А если ты уже туда свои, блядь, руки непонятно откуда запихал, блядь, а потом, блядь, по материнке расхуевертил, так она вроде бы еще что умудрилась, она еще это оперативки, вот эти, блядь, расхуярила, блядь. Какой-то там чип, что ли, отвалился, нахуй. Долго ржали, блядь. Я говорю, ну как можно оперативку начать пихать в слот для видеокарты? Да, они похожи, слота, они все пиздец. Только, блядь, вот эти перегородки, замки, или как они правильно, не помню, называются. Специально их делать, чтобы, блядь, ты не смог туда запихать что-то другое лишнее, блядь. Но нет, она умудрилась вернуть нахуй этот слот, блядь. Сука, я уже 25 колонок проехал, блядь. Так и не заехал, блядь. Пизжу, блядь, а заправиться нахуй, да. Нормально, что мне надо.
Ёбаный в рот, блядь. Тачку расхуярил там. You are listening to The Slick Show.
Блядь, выдай топливо, блядь. Топливо нужно. Не знаю, я сейчас доезжаю, мне надо еще пожрать, приготовить, чтобы потом готовить. Понял, да, мне? Картошечка, миска пожарить.
Илюшка, Илюшка, Илья. У тебя фамилия Михаил. Я ремонтировать и вышел, блядь. Надо их минус погасить.
guy on Twitch out. Done. He is the best ETS in GTA 5. Okay, well, I'll leave this Twitch here for you. Twitch.tv/Craptasticjack. Just don't forget to follow him on Twitch and Twitter at CraptasticJack. Alright, I will. Scanny Unlimited is searching for new drivers. Are you talented, enthusiastic, and passionate? We are looking for these traits in every driver that joins us. Think you have what it takes? Then head over to ScannyLTD.com and apply today. Fast Cargo are looking for drivers. Get your deliveries ASAP. Head over to fastcargobtc.com to find out more. Fast Cargo. Coffee check, music check, microphone check. Excellent. Here we go. It's DJ J live on TFM with the Coffee Show. The TFM Secret Sound. Have your chance to win at 1:30 p.m. every Saturday. Drive for Life is back for 2019. And this year we aim to change even more lives. Imagine having friends, family, or loved ones feel support. Imagine if you had a problem and you felt like you wasn't alone. Young Minds aims to support you. Overcome life's challenges, no matter how big or small they are. On the 6th and 7th of April, Hydro will line up and join the fight as we drive for 24 hours, traveling across the hills in information. Head over to www.driveforlife.online. Help us by joining the fight to help young minds. Thank you. Music variety. Coming your way. This is Your station for driving. Truckers. Truckers FM. The Slick Show. The tunes from 1960 till 2009. Darkness, my old friend. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silent rain. Questions I wonder.
goes out to Adam James. It's not exactly the version he wanted, but I hope this suffices Adam. Anyway guys, next up we have another request from Andrew Gaming, and he said, do you mind? Does the Walk on Sunshine count as a classic? Of course it does, mate. That's up for you next. Walk on Sunshine by Katina and The Way. Ну, если я на этой базе беру груз, да, я здесь и беру груз. А если где-то она рядышком, я еду за ним.
Капли, да? Вот я сейчас взял, говорю, он здесь, побеждатель стоит. Вот так. Ой, блядь. Вот я закрываю, чтобы они видели, как я курю. Мне надо чуть долг загасить, нахуй. У меня, блядь, нихуя не айс. You are listening to DJ Sage Room on TFM. Все равно надо ближе к этому Праге ехать.
sorry for completely butchering it up. But anyway, next up we have another request from Boss. He wants Boston on the theme. This is your drive, your music. KFM.
Мастер, hello. Я мать попробую. Отсюда съебываю. Что ты встала, блядь? Сука, тут осталось доехать, блядь, тут я нихуя. Чё ты встала, сука, чё? Пиздец, блядь. Пальцус. Лагает, это моя машина. Что, двигатель тупит, блядь?
It's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for relief. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of Ничего нету. Сейчас приду.
Chuggers FP6. As always, is the Calais to Joyceburg Road, which is congested with 407 vehicles on it. That is quite convenient. Calais is congested with 83. Joyceburg is congested with 62. The Calais English section is heavy with 62 as well. Rotterdam is congested with 50. Paris is moderate with 42. And Berlin is heavy with 44. As always, guys, if there's anything you think I missed, please go to our website, New Trucker Warrior. Once again, go to our website, truckers.fm, send me a message so I can let everybody else know. TFM Traffic Warrior. Send us a message via the website at truckers.fm. TFM Traffic Update, provided by ETS2map.com. This is Truckers FM. Truckers MP's #1 hit music station. Жрублю. TFM.
Ты долбоёб, блядь. Дебил, кусок, блядь. Yeah, they're one of the largest VTCs around. Their own custom drivers hub, auto logs, custom mods, weekly covers, you name it, Viva's got it. They've even been recognised by a real-life trucking company. Sure is. Visit vivatrucking.com to learn more or to apply. Will do. Once this truck stops blocking the road, I got places to be. Are you tired? You got an engine? Use it. Viva Trucking, kings of the road. Are you tired of advertising your VTC game and getting rejected over and over? Well, we got you covered. Here at VTC Recruiter, we offer a 100% free VTC advertising platform management system to help get your VTC off the ground. So what are you waiting for? Head over to vtcrecruiter.com to start expanding your VTC today. Drive for Life is back for 2019, and this year we aim to change even young lives. Imagine if you had no friends, family, or loved ones for your support. Imagine if you had a problem and you felt like you was alone. Young Brains aims to see what you overcome life's challenges, no matter how big or small they are. On the 6th and 7th of April, join the lineup. Join the fight as we drive for 24 hours, traveling across the world. Information, head over to www.driveforlife.online. Help us by joining the fight to help young minds. Thank you.
Пиздец. Жора, блядь, вышел туда. You're beautiful.
все, это последний рейс, и все.
Беру волну. Ой, видишь. Ой, блядь. Сейчас скажу. Так, я еду в Братиславу, а еду, блядь. Короче, рядом с Эрфурт. Мимо Эрфурта больше проезжать. Мимо Эрфурта. Я тут конвой, блядь. Нормально вообще. Шо работает?
Это, блядь, по всей дороге, блядь, носится. Или ты едешь, либо, блядь, едет нормально по полосе своей. Да, так, Да я понял, я вижу. Просто не знаю, куда пойду. Пары тоже ходят, да? Ну пока пары, да, пары не задействованы. Уебался, блядь.
Чем? Чем этот хай-фай? Сейчас 150 километров и все, я доезжаю, груз даю и все, стрим заканчивается. Какое, Люка, я уже, честно, уже заебался. Я жрать надо варить, блядь. Я ж не буду, блядь, жрать, варить и бегать, блядь. Все время, это нихуя нравится. Народу все равно нету, но на стриме так что, блядь. Заходят, поздороваются, уйдут. Зайдут, спросят, где я еду, и выходят. Не знаю, танки навряд ли уже сюда. Пушка не перезагружают. Одни сливы будут. Так они все равно будут сливы. Супер игрок, да? Всех будешь шотить. Ваншот. Вижу, мне еще машина ехать не хочет, сука. Глохнет, блядь. Наполовину она красная. Сейчас посмотрим. Вообще, по-моему. Ёпте, 45 там. Надо как-то доехать нам. Настоящая кто? Сука или блядь, да? Сейчас мне штраф дадут, смотри. Опа, да, 560 евро. Пау-пау-пау.
Давай в танки, и я тебе покажу, как надо играть. Как надо сливать, ты хотел иметь, да? Прикинь, я приехал, блядь. Здорово, шоба-юба, блядь. А вот и я нахуй. Смотри, сейчас сколько бабосов получу. 54 тысячи. Опа. И сразу на 20 уровень перешел. Вот так надо играть. Все. Дальнее действие. Вот, дорогостоящие грузы остались. Все, эти я 2 прошел. Остались. Раз, два, три, 4. Эко-грузы, вождение срочных заказов, руки, блядь. Online, in cab, and on the go. Truckers.fm. Ну, последний раз ты вообще играл сливы, да, были, да? Я помню. Навыки, да. О, история, да. Ой, бля, пиздец, все нахуй. На, заканчивать, Илюха. Где столько нового учения. О, блядь, сколько кадровых агентств открывал нахуй. Верона был, все. Состояние грузовика, видишь, блядь. Ремонту, блядь. На 72 косаря, блядь. У меня столько денег нет, нахуй. Блядь, мне все банк дает бабосы и дает нахуй. Дает бабосы и дает, блядь. О, осталось 11 погасить. 25, 24 с ним, блядь. Нормально, вообще нормально, нахуй. Рейтинг 5, 5-й рейтинг. Видишь, ранг профессионал, ёпта, блядь. %42% исследовано, блядь. Надо как-то вот здесь, блядь, вот тут. Охуенно. В Дижон не был. Реймс, Люксембург, Мец не был, блядь. Надо скататься можно. Надо все эти исследовать, нахуй.
Так что, Илюха, нихуя ты не хочешь покупать транспорта. Смотри. Это уже все, тут уже прошедшее. Смотри, дорогостоящий грузер. Да? Давай в танке, и ты офигеешь от моего скилла. Ой, блядь, сука. Какой скилл? О чем ты? Go, PUBG. Не, Санек, я PUBG. Вон, Илюха может будет PUBG. Я спросил его. Илюха, будешь PUBG? Саня. Или Free Fire. Смотрим. 29, 65 косарей, блядь. Ехать 1800. Я охуеть, нахуй. О, блядь, надо охуеть. Вообще, да, вообще. Я поступил какой, блядь, грустный, нахуй. Дорогостоящий груз. Детка. 23, ну это рядышком. У тебя ни одного стрима по PUBG. Почему в PUBG? Есть стримы в PUBG. Чё, Саня? Я заебался, когда есть свои видео. Думаю, пора закругляться, да? Опа. Круто, да? Саня, будешь Free Fire играть с Илюхой? Даже на хорошее настроение что-то никто не поднял. Ох. Вот пятихаточку нахуй, я сейчас буду в танке играть нахуй, до 11. Даже в PUBG могу за пятихаточку поиграть. А? Как вам такое?
survive being fine. Что, все, ладно тогда. Ой. Ой. Так, что это? Так, это. Гелик Тим. Да, привет, у меня есть Дискорд, но я уже сейчас закругляюсь. Ой, блядь. Что, Илюха, ты здесь? Илюха Михеев. Ну, бывает такое, я тоже бывает, блядь. Кому зайду на стрим посмотреть, отдохнуть, блядь. 5 минут и все, дорогие, блядь. Мои. Вот. А чё ты по какой игре хотел? Какую игру? Я сейчас стримил ETS. Сегодня с 11 дня я уже играю в эту игру ETS. Блять. Чуть не уронил. Так. Что у нас тут будет? Да? Илюха, ты еще на стриме? Походу нет. Походу нет. Походу нет. Илюха Михеев. Илюха Михеев. Ну ладно.
Все, ладно, буду закругляться. Парни, ужните, что так заканчиваю. Реально уже устал сегодня. Завтра я не знаю, где-то после обеда, может, запущу стрим, как получится. Завтра дел много. Надо дела сделать. Потом... Все, ладно, спасибо всем, кто зашел, поставил лайк, подписался. Всем удачи, пока.